что на самом деле случилось с Чингуком, когда он сошел с трапа самолета в Корее после головокружительного перелета в Нью-Йорк на мероприятии Calvin Klein? Почему младший участник BTS выглядел таким бледным, уставшим и хрупким? Так не похожим на своего обычного сияющего себя, которого знают и любят фанаты, и почему реакция Тэхёна довела ARMY до слез, когда стало известно о плохом самочувствии Чингука? Волна эмоций, охватившая BTS, их менеджмент и миллионы поклонников по всему миру, вызвала насущные вопросы. Было ли это просто истощение или за кулисами происходит что-то более серьезное? И как Чимин стал тем, кто поддерживал Тэхёна, когда его опустошение едва не сломило его на глазах у всех? Сцена в аэропорту была совсем не похожа на то, что ожидали ARMY. Тысячи людей собрались, чтобы встретить Чингука дома, ожидая его фирменной улыбки, уверенной походки и тепла, которое всегда озаряло камеры. Вместо этого они увидели совершенно иную картину. Чингук двигался медленно, взгляд был тяжелым, лицо бледным, а настороженное молчание говорило громче любых слов. Шум мгновенно распространился. Заболел ли Чингук? Неужели мероприятие Calvin Klein в Нью-Йорке отняло у него слишком много сил, или произошло что-то более серьезное, к чему никто не был готов? Для Тэхёна эта новость стала настоящей бурей. Он ждал Чингука вместе с другими участниками группы, но услышал, что Макне истощен и нуждается в немедленном отдыхе. Сообщалось, что лицо Тэхёна застыло, губы приоткрылись от шока, а плечи опустились, словно на него навалилась вся тяжесть мира. Фанаты, стоявшие рядом, говорили, что видели, как его глаза блестели, словно он пытался сдержать слезы. Это было не просто беспокойство, это было опустошение. И именно Чимин, всегда спокойный и заботливый участник группы, вмешался. Свидетели вспоминают, как Чимин положил руку на плечо Тэхёна, тихо заговорил, призывая его дышать, сохранять спокойствие, надеяться, а не отчаиваться. Но что же было такого в состоянии Чингука, что заставило Тэхёна так сильно отреагировать? Почему это задело так глубоко? И какую роль сыграл Чимин, не только успокоив Тэхёна, но и не дав ARMY впасть в панику? История, разворачивающаяся за этим моментом, это история чистых эмоций, братства и ошеломляющего давления, которое приходит, когда мировые иконы находятся под постоянным вниманием. Шторм в Нью-Йорке, Чингук и мероприятие Calvin Klein до шокирующего прибытия в Корею. Чингук ослепил Нью-Йорк на мероприятии Calvin Klein. Поклонники и СМИ были поражены его харизмой, его яркой внешностью и его профессионализмом. Но за гламуром, сверкающими огнями, казалось бы, непринужденным совершенством, скрывался изнурительный график Чингука. Интервью, репетиции, примерки, долгие перелеты, ночные сборы. Каждая секунда была на счету. Это мероприятие требовало не только его присутствия, но и полной энергии, уверенности в себе и его звездного статуса. Но никто не видел, какую цену оно стоило. Инсайдеры позже рассказали, что Чингук почти не спал в дни перед мероприятием, изнуряя себя поддержанием своего безупречного образа. Его преданность фанатам, его стремление представлять BTS и неустанное стремление к совершенству истощили его физически. Как сообщается, один из сотрудников стаффа признался, что Чингук отлично выглядел перед камерами, но как только он отошел, в его глазах была видна усталость. К тому времени, как Чингук сел в самолет обратно в Корею, признаки были несомненны. Усталость овладела им. Его голос стал тише, шаги медленнее, а улыбка, обычно сияющая, как солнечный свет, была бледной. Тем не менее, он продолжал идти вперед, полной решимости вернуться домой и воссоединиться со своими братьями из BTS. Но когда самолет приземлился, его тело, казалось, поддалось. И страхи ARMY начали раскрываться. Разбитое сердце Тэхёна. Опустошение брата. Почему Тэхён был так опустошен известием о болезни Чингука? Чтобы понять, нужно заглянуть за пределы сценических образов и увидеть глубокую связь, которую разделяют участники BTS. Тэхён и Чингук, в частности, часто демонстрировали близость, которая глубоко резонирует с ARMY. Они прошли через годы совместных тренировок, бесчисленные выступления, ночные разговоры, моменты смеха и моменты уязвимости.
Их связь — это не просто дружба. Это братство. Когда Тэхён узнал, что Чингук заболел, инсайдеры говорят, что язык его тела все выдал. Он был явно потрясен, крепко сжимая телефон, словно ожидая новостей. Обычно невозмутимый Тэхён, казалось, был на грани срыва. Фанаты предполагали, что его опустошение было вызвано не только текущей ситуацией. Речь шла о чувстве вины, страха и любви. Вины, потому что, возможно, он чувствовал, что должен был быть рядом, чтобы защитить Чингука от перенапряжения. Страха, потому что никто не знал, насколько серьезным может быть истощение. И любви, потому что Тэхён всегда показывал, как сильно он ценит Чингука, не как участника группы, а как члена семьи. Свидетели описывают, как Тэхён шептал себе под нос, словно разговаривая сам с собой. «Почему я не заметил раньше? Почему я не звонил ему чаще, когда он был в Нью-Йорке?» Разрушение было настоящим, жестоким и душераздирающим. И в этот момент сердце Арми разбилось вместе с его собственным. Чимин — якорь в буре. Именно Чимин вмешался, когда тяжесть грозила потянуть Тэхёна на дно. Известный как эмоциональный якорь BTS, Чимин всегда обладал даром чувствовать, когда другим больно, и утешать. Поклонники часто называют его ангелом-хранителем группы, тем, кто тихо, но мощно поддерживает окружающих. По мере того, как разруха Тэхёна нарастала, Чимин, как сообщается, подошел ближе, обнял его за плечо и заговорил тихим голосом. Ни одна камера не запечатлела каждое слово. Но те, кто был рядом, говорят, что его тон был успокаивающим, твердым и полным уверенности. Он сильный. С Чингуком все будет в порядке. Ему просто нужен отдых. Не вини себя, Тэ. Мы будем рядом. Эти слова, хоть и простые, несли в себе тяжесть братства, поддерживая Тэхёна в тот момент, когда эмоции грозили поглотить его. Фанаты, наблюдавшие издалека, также заметили, как спокойствие Чимина, казалось, повлияло на Тэхёна. Постепенно дрожь Тэхёна утихла, дыхание выровнялось. Хотя в его глазах все еще была печаль, он начал держаться чуть выше, словно черпая силы в непоколебимом присутствии Чимина. Эмоциональные американские горки Арми. Новости об истощении Чингука и опустошении Тэхёна распространились по социальным сетям со скоростью лесного пожара. Хештеги Арми, требующие ответов, молящиеся и делящиеся своей болью, стали мировыми трендами. «Пожалуйста, отдохни», заполонили ленту новостей. «Будь сильным», разнесся по всему фандому Тэхён. И спасибо, Чимин стал мантрой благодарности за то, как он учился у своих братьев, когда они больше всего в этом нуждались. Но с излиянием любви возникли вопросы. Почему Чингук был доведен до такого изнеможения? Знало ли руководство, насколько он устал? Можно ли было этого избежать? И самое болезненное, сколько еще BTS смогут выдержать, когда требования славы постоянно толкают их на грань? Для ARMY эта ситуация стала чем-то большим, чем просто заботой о здоровье Чингука. Она стала отражением жертв, на которые участники группы шли более 10 лет. Жертвовали отдыхом, уединением и покоем. Все ради радости миллионов. Впереди путь, надежда и исцеление. Сейчас Чингук отдыхает под наблюдением специалистов в окружении своих участников. Сообщается, что его состояние улучшается, но ему рекомендован длительный перерыв для полного восстановления. Вернется ли он к публичной жизни, пока неизвестно, но ARMY ясно дали понять, что его здоровье на первом месте. Тэхён, хоть и опустошенный, остается рядом, проверяет и предлагает тихую поддержку. Чимин продолжает поддерживать Чингука и Тэхёна, гарантируя, что любовь внутри группы остается их путеводной звездой в трудные времена. И Арми, они ждут, они надеются и посылают бесконечную любовь. Потому что в основе всего этого одна истина остается непоколебимой. BTS — это больше, чем айдолы. Они братья. Они семья. И какими бы измотанными, какими бы сломленными они ни казались, их связь и любовь Арми всегда помогут им справиться. Арми в шоке.
Чингук приезжает в Корею больным после показа Кэлвин Клейн в Нью-Йорке. Тэхён опустошен новостью, а Чимин пытается его успокоить. Мог ли кто-нибудь предсказать, что гламурное модное мероприятие в Нью-Йорке приведет к одной из самых душераздирающих сцен, с которыми BTS и ARMY столкнулись за последнее время? Как Чингук, поразивший мир в Кэлвин Клейн своей непревзойденной аурой и уверенностью в себе, в итоге сошел с трапа самолета в Корее, выглядя больным, истощенным и измученным сверх всякой меры? Почему Тэхён отреагировал так опустошительно, услышав новости? И как Чимин, всегда тихий, но непоколебимый лидер группы, стал тем, кто успокоил Тэхёна, когда его эмоции чуть не разрушили его? Вопросам нет конца, эмоции бушуют, а подсказки разбросаны по каждой фотографии, фан-аккаунту и инсайдерской статье. Одно можно сказать наверняка. Проблема со здоровьем Чингука потрясла BTS и в очередной раз продемонстрировала нерушимое, но хрупкое братство, которое скрепляет группу. Чингук в Нью-Йорке. Гламур против реальности. Мероприятие Кэлвин Клейн в Нью-Йорке стало одним из самых ожидаемых модных появлений года. Чингук, лицо глобальной компании Кэлвин Клейн, стоял под ярким светом, его присутствие электризовало место проведения. Одетый в элегантные джинсы и непринужденно господствовавший в комнате, он был воплощением стиля, грации и уверенности.